вы нам кратенько о себе пару слов скажите. Я уже как бы сказала много, но хотелось бы от вас тоже что-нибудь услышать. Как вы пришли в медицину, что вас подвигло на это? Ну, в общем, о себе, да, кто не слышал. Так, да, что сподвигло? Ну, наверное, большое количество травм. В общем-то, я заканчивал с профессиональным спортом где-то в 28 лет, когда мне надо было выбирать между профессиональной карьерой. Ну, количество травм было действительно большим, но последние мои годы были проведены за границей. Это Словакия, Франция, Польша и Россия последние годы. Потом мне стал так вопрос, что либо продолжать карьеру, значит, нужно было менять гражданство. Ну, я не собирался менять гражданство, поэтому я начал задумываться о том, стоит ли мне начать брать новую профессию, искать где-то, потому что я не видел себя в спорте после спорта. Проведенные долгие годы в профессиональном спорте, они меня убедили, что оставаться в спорте я по окончании карьеры не хочу. Поэтому тут появилась такая, как говорят на украинском языке, даже красивее звучит, чем на русском, слушна нагода. Да? То есть появился такой шанс, когда надо заканчивать карьеру, потому что мне надо было ждать трансфера несколько лет. Наши друзья из России, они не отдавали трансфер, они говорили, возвращайся назад, мы тебя никуда не отпускаем. Поэтому я принял решение до завершения спортивной карьеры, так как травм было много, к тому времени я вложил свои средства в оперирующую клинику травматологии и ортопедии, которая уже имела как определенный успех, то есть мы создали. Ну и вот сама жизнь, сама судьба, все травмы заставили начать путь в другую профессию. Дальше, конечно, тут сказалось уже после спортивная карьера, или, скажем так, состояние любого спортсмена после завершения спортивной карьеры. Знаете, в спорте мы отдаем практически все свое здоровье, и даже не думая об этом. Тем более советский спорт, он предусматривал, скажем, вернее, не предусматривал поблажек никаких. Освобождением в советском спорте, как говорил наш Валерий Васильевич Лобановский, освобождением от тренировки является только справка о летальном исходе или открытый перелом. Закрытый не является освобождением от тренировочного занятия. Поэтому, если у вас что-то поломано, у вас два варианта. Либо обмотать, перевязать по типу Мересева, Чкалова, Матросова и всех остальных. Либо надрезать кожу, чтобы мы увидели, что косточка поломана, и тогда мы вас освободим от тренировочного занятия. Поэтому, в общем-то, начали сказываться все вот эти моменты, все эти спортивные, скажем, наши дела, начали сказываться после окончания спортивной карьеры. Пока организм человека в тонусе, он, в общем-то, ну, скажем, не так подвержен восприятию каких-то определенных дискомфортов, потому что ты все время находишься в тонусе. Естественно, любой спортсмен по окончании спортивной карьеры, он дает себе поблажку. Эта поблажка может длиться либо день, может, конечно, наверное, минимально сколько это, я так думаю, пару месяцев. Это, наверное, если очень умный человек, пару месяцев, он поймет, что дальше поблажку делать не надо. У меня эта поблажка длилась немножко дольше, может, не умный просто человек, но сильно разбегался. Поэтому у меня начало сказываться через месяц 6-7, начал ощущать там больно, там больно, там больно. Потом я поправился на 40 килограмм за 2 месяца. В результате начались проблемы с позвоночником. И я начал, в общем-то, искать, скажем, в тот момент какой-то выход из ситуации, потому как в спорте я получил, кроме всех остальных операций, около 6 по травматологии, множество разрывов, растяжений, переломов. Кроме этого, я получил еще пару переломов позвоночника. Но опять-таки говорю, в спорте скомпенсированы были наши мышцы, наши сухожилия, связочки, и поэтому все эти травмы, они, в общем-то, как-то переносились. А вот когда пошла более спокойная жизнь, более гиподинамичная, оно начало все сказываться. Поэтому я получил довольно-таки картину не очень хорошую, боли начинали с каждым днем усиливаться, все больше и больше. И мне надо было выбирать той же медицине, то есть идти ли дальше в области травматологии, ортопедии, либо уже вникать в проблемы позвоночника. Ну, в общем-то, скажем так, я выбрал обучение, мне пришлось ехать учиться за границей, я выбрал обучение на ассистирующего и ортопеда-реабилитолога, поэтому как бы потом продолжил свои изыскания в области проблем спины. На сегодняшний день до сих пор снимки спины мои коллеги оценивают как снимки прикованного к кровати человека. По снимкам я практически, не практически, я не хожу, практически не шевелюсь.
То есть лежу и жду где-то нескольких операций на позвоночник, чтобы начать шевелиться. В общем-то, для этого в этом плане мне помогло и создание тренажера моего, который я также запатентовал через мировые стандарты, международные палаты. Также технологии создания корректоров опорно-двигательной системы, опять-таки образа жизни, психологии. Все